Живу я здесь с 1995 года, уже 28 лет, да. Откуда приехала? А приехала я из России, из Смоленска. Смоленска, да? Да. И вот в 95 году я вышла замуж удачно. И вот до сих пор живу в Хургаде. Мне очень нравится. Нравится, да? Очень. Ты бы ни за что не вернулась, Ну, нет? я думаю, что я бы здесь столько бы и не жила, если бы мне не нравилось. Ага. Дорогие друзья, всем привет из Египта. В последнее время вы мне задаете очень много вопросов на тему, как приобрести недвижимость в Египте и что для этого надо. И сегодня я пригласила мою знакомую Екатерину, которая работает в недвижимости с 2006 года. И она вам расскажет основные моменты. Здравствуй, Екатерина. Добрый день, Вика. Мои подписчики интересуются, что нужно иностранцам для того, чтобы приобрести недвижимость в Египте. К счастью, для того, чтобы приобрести недвижимость в Египте, особенно никаких документов не надо. Надо иметь паспорт загран и иметь визу, то есть туристическая виза, с которой вы прибываете сюда, в Хургаду. Те, кто хотят приобрести недвижимость, едут в паспортный стол и им ставят специальный штамп. С этим штампом можно купить любую недвижимость в Хургаде. Потом документы уже оформляются в Шар-Акаре. Шар-Акаре – это нотариальная контора. И в дальнейшем можно оформлять собственность в Египте на собственность. Для этого, естественно, нужно обращаться к адвокатам. Это стоит довольно дорого, больше где-то, может быть, $1000 для того, чтобы в собственность оформить. Но многие обходятся тем, что у них просто таукиль. Таукиль – это доверенность от продавца. Но, как всегда, иностранцы все-таки хотят подстраховаться. А для того, чтобы подстраховаться, то лучше я рекомендую оформить все документы на недвижимость в собственность. Это занимает время, может занять больше года даже. И, естественно, стоит денег. Один из самых популярных районов для иностранцев – это район Эль-Каусер. Здесь проживают люди разных национальностей. В этом районе много разных магазинов, кафе, ресторанов, есть 2 больницы, а самое главное – рядом море и множество разных пляжей. Через дорогу район Мубарак-2. Этому району уже более 20 лет. Хорошее зеленое место с ликвидной недвижимостью. Шератон и Мадерас – это более густонаселенные районы, где проживают смешанные населения. Мубарак-6, Интерконтиненталь, а также красивая улица Мамша. Старый город Дахар очень нравится иностранцам своей национальной колоритностью и недорогими ценами. Район Эль-Ахья, который находится в 20 километрах от Хургады, также пользуется популярностью, и можно найти квартиру здесь от $10 000. Слышала, что в строящемся доме тоже намного дешевле, да? В строящемся, да, конечно, потому что застройщик же он заинтересован, чтобы продать. Естественно, ему нужен нал, ему нужен поток денег. Это не то, что дешевле, нет, просто вам могут дать рассрочку. Это не будет дешевле. Вам просто дадут рассрочку. Может быть, на полгода, может быть, на год. Это все зависит от застройщика. То есть, если, допустим, люди захотят купить, у вас есть и там квартиры, да, по всей... В принципе, да, конечно, да. У нас много здесь недвижимости, которую можно рассматривать на покупку. Многие люди спрашивают, можно ли приобрести недвижимость в рассрочку, и если можно, то на какой период? Да, в рассрочку можно приобрести, в основном это в строящихся проектах и в строящихся домах. Как правило, период разный бывает, от 3 до 7 лет, это максимум. Причем идет рассрочка беспроцентная, и некоторые объекты уже сдаются, вы можете там проживать или сдавать в аренду, но вы продолжаете платить эту рассрочку без проблем. Если же вы покупаете готовую уже недвижимость,
которая готова к проживанию, то, как правило, рассрочку не дает. Здесь в этом случае надо платить полностью наличными деньгами. Следующий вопрос. Иностранцы, приобретая недвижимость в Египте, могут ли иметь вид на жительство? В принципе, да, но это зависит от того, что вы приобретаете. Если вы приобретаете недвижимость от 100 тысяч долларов, так, то вам дается резидентская виза на год, и она потом продлевается, если вы через год все еще являетесь владельцем этой недвижимости. Если вы приобретаете недвижимость от 400 тысяч долларов, то вам дается виза на 3 года, и через 3 года вы ее можете автоматически продлить, если вы тоже являетесь владельцем через 3 года этой недвижимости. Если у вас недвижимость дешевле, то вы просто едете в паспортный стол, и вам надо через 3 месяца, вот вы прибыли в Египет, через месяц вам нужно поехать в паспортный стол, поставить штамп, через 2 месяца еще раз подать документы на визу, и там уже будут решаться, насколько вам дадут визу. Может быть, на 6 месяцев. Как правило, дают где-то на 6 месяцев. После полугода могут ее еще раз продлить кому-то на 6 месяцев, а могут и не продлить. И многие туристы или собственники недвижимости просто вылетают из Египта на 1 день, скажем, в Турцию, возвращаются, и тот же самый процесс повторяется. То есть это, в принципе, не проблема. Но если человеку уже 60 лет, пенсионеры, то при выезде из Египта они не платят штраф за просроченную визу. Вот так. Хочу поблагодарить Екатерину за то, что она нам все рассказала подробно, уделила много времени. Если у вас будут вопросы, внизу я оставлю свои координаты. Пишите, спрашивайте, и мы вместе с Катей поможем вам осуществить вашу мечту. Недвижимость на берегу Красного моря. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть на связи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а мы будем с Катей стараться. Пока-пока. До скорых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Ну вот я помыла свою машину. Мне ее помыли за $2,5. И внутри, и снаружи. И проблем в Хургаде нет с мойкой машины. Это довольно дешево. Не то, что довольно, это просто дешево.